Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Александр, Сербия пророчит дефицит газа в ЕС. Без поставок из России альтернативных поставок газа не хватит, чтобы покрыть европейский спрос в случае выпадения объемов газа, идущих транзитом через Украину. Как мы помним, все это началось из-за хитросплетений вокруг газоизмерительной станции Суджа, которую то захватывают, то не захватывают, то перекрывают. Что ж там такое интересное происходит с этой ГИС? Александр. Действительно, у нас некоторые комментаторы, назовем это так, задаются вопросами, а не являются ли события, происходящие в Курской области, а, не является ли причиной событий, происходящих в Курской области, желание захватить газоизмерительную станцию Суджа и оттуда диктовать свою непреклонную волю Российской Федерации, Европейскому Союзу, всем на свете. Давайте мы пару слов про эту вот газоизмерительную станцию поговорим, но не в плане того, а что там сейчас происходит. Ну, то есть, если там какие-то немытые, бородатые люди сидят с оружием, ну что ж, пусть сидят, смотрят, как специалисты работают, потому что в силу определенной криворукости сами эти люди ничего там сделать не могут. Так вот, газоизмерительная станция Суджа – это одновременно и компрессорная станция. Притом, что такое компрессорная станция? Как следует из названия, это некая станция, которая обеспечивает давление. Строится газопровод, прокладываются трубы. Но вы не можете просто залить в эти трубы газ, и он сам собой потечет куда-то. Вы должны обеспечивать давление, которое будет двигать этот газ из точки повышенного давления в точку пониженного давления. И вот таким средством обеспечения давления являются компрессорные станции. Если мы говорим о сухопутных газопроводах, ну, компрессорные станции могут ставиться каждые 100-150 километров. И вот здесь внимательный зритель может задаться вопросом и правильно сделает. Погодите, а ведь по территории Украины идет труба после вот этой газоизмерительной станции Суджа. И там, если каждые 100-150 километров ставят компрессорные станции, должны стоять компрессорные станции. Да, там должны стоять компрессорные станции. Более того, они там стоят. Штук 8 примерно, если мы берем вот конкретно этот коридор, по которому сейчас осуществляются поставки. В рамках действующего контракта, напомню я, контракт был подписан в конце 2019 года, начал работать в 2020 году. В рамках этого контракта на транзит российского газа через территорию Украины допускается прокачка по двум коридорам. По коридору, который проходит через газоизмерительную станцию Суджа, и по коридору, который проходит через газоизмерительную станцию Сохрановка. В мае 2022 года, вот к этому моменту, через газоизмерительную станцию Сохрановка для транзита газа, это принципиальная оговорка, потому что после газоизмерительной станции Сохрановка через какое-то время, через какое-то расстояние идет Луганская Народная Республика. Так вот, для транзита газа в Европейский Союз подавалось 30-35 миллионов кубических метров газа в сутки. Для сравнения, через ГИС Суджа подается 40-45 миллионов кубических метров. Разумеется, иногда это чуть меньше, там 39 миллионов кубов. Но вот примерно вот в этих пределах в среднем идут поставки. Если прям усреднить, ну где-то 42-43 миллиона кубов, кубических метров в сутки. Через газоизмерительную станцию Сохрановка с мая 2022 года заявки на прокачку не принимаются. Киевом. Они утверждают, что вот форс-мажор, и они подозревают, что там вот на этом участке проходит незаконный отбор газа. Ну, я уже, думаю, объяснил причину, почему они считают, что там проходит отбор газа. Вот в рамках в предыдущей части этого комментария. Если непонятно, ну, я поясню сейчас. Луганская Народная Республика идет вот после этой самой Сохрановки. Газ туда подается, да, туда подается. Вот. В общем, «Газпром» ежесуточно подает заявки на прокачку. С мая 2022 года ежесуточно эти заявки отклоняют. То есть сейчас газоизмерительная станция Суджи является единственной точкой входа из единой системы газоснабжения Российской Федерации в газотранспортную систему Украины для подачи газа на транзит в Европейский Союз. Вот. Мы имеем такую
такую ситуацию. Это, притом учитывая, что газопровод, построенный вот газопровод, на нем стоят компрессорные станции через определенные промежутки времени. Немного странно называть газоизмерительную станцию Суджа ключевой точкой поставки российского газа. Это не более ключевая точка поставки российского газа, чем любая другая компрессорная станция на данном маршруте. На территории, подконтрольной Киеву, штук 8 этих компрессорных станций. Возможно, 9, возможно, я сейчас заблуждаюсь. Но даже если бы она там была одна или их было бы 2, этого было бы достаточно, чтобы, диктовать свою непреклонную волю, если угодно, и России, и Европейскому Союзу, и всем на свете. То есть построение в стиле, но там бы было понятно, что это вот они бедокурят, а тут что, непонятно? То есть, если вдруг что-то происходит с газоизмерительной станцией Суджа, то кого будут обвинять? И вы меня простите, конечно, даже в Блумберге написано, что вот там Суджа, вот что-то, украинские войска, они как-то вокруг нее бегают, европейцы беспокоятся, у них растут цены. И даже фотография Суджи. Мне очень нравится эта фотография на Блумберге. Она, знаете, такая вот трубы куда-то вперед идут. Темно, ночь, фонари светят, и зима, снег лежит. Понятно, что если вы даете фотографию о Российской Федерации, зима 100%, вот как в американских фильмах. Ты летом приезжаешь в Россию, шапка, меховая шапка, у нас все ходят в меховых шапках 100% времени. И зима, снег лежит, даже летом. Поэтому, фотография Суджи у них там очень-очень-очень стрёмная, вот прям, ой-ой-ой, как тут коллеги сказали, знаете, не хватает только этих самых вышек с автоматчиками, а так прям супер. Так вот, это не более ключевая точка поставок российского газа, чем любая другая компрессорная станция, находящаяся на территории подконтрольной Киева. Можно ли было бы, представим себе ситуацию чисто гипотетическую, можно ли было бы сделать как-то так, чтобы поставки газа в Европу прервались через Украину по тому маршруту, который идет после газоизмерительной станции Суджа по территории Украины? Там 1000 километров этого газопровода, даже 1100. Да, можно. Более того, мой рассказ про Сохрановку, я думаю, прозрачно намекнул, как это можно было сделать. Незаконный отбор. Вы знаете, мы подозреваем незаконный отбор, форс-мажор, поэтому не прокачивайте, нет, все, мы не принимаем заявку. Или если вам не хочется заморачиваться с юридической стороной, как-то обосновывать, вы можете поступить, например, так, как поступали при росте оплаты оплаты прокачки российской нефти, опять же, через территорию Украины, по южной ветке нефтепровода «Дружба». Что сделала Украина? Почему она подняла цены на прокачку? Вы знаете, тут у нас поломали электростанции и линии электропередачи, поэтому снабжение электрической энергией для прокачки нефти стало дороже, поэтому платите больше. Это я к чему? Это к тому, чтобы они цены подняли? Нет. Текущий контракт не позволяет никоим образом поднять цены. Вы представляете? Контракт вот так здорово составлен. Молодцы, кто составлял, без всяких шуток. Что поднять цену за прокачку газа нельзя по этому контракту. Вообще никак нельзя. Тут, кстати, хочется задать вопрос людям, которые составляли контракт на прокачку нефти. Тоже в 2019 году был подписан контракт, действует до сих пор. Вот, пожалуйста, в рамках него нефть качается. Мы поднимали уже этот вопрос, но мы задавать этот сейчас вопрос не будем. Что ж, люди вот этот момент не учли. Но нет, это я к тому, что можно было бы обосновать прекращение поставок. Поломалась компрессорная станция. Или там отрубилось электроснабжение, обломок ракеты упал, разбил, в кавычках, дизельные генераторы, которые должны были обеспечивать резервное питание. Все. Компрессорная станция не работает, пока мы ее будем чинить, поставки газа в Европейский Союз невозможны. Или, вы знаете, вот частично поломалась компрессорная станция, вот одна из вот этих, идущих по территории Украины, из-за да, это Россия виновата, тут прямо ай-яй-яй, диверсанты российские забежали на территорию, подвзорвали. То есть, еще раз, когда вы читаете в Блумберге или еще где-то, и в перепечатках в российской прессе, вот эти заявления, что это ключевая точка поставки российского газа, в каком смысле она ключевая?
Нет, с точки зрения оценки прокачиваемых объемов, ну, то есть это газоизмерительная станция, притом она отличается по своим характеристикам по ряду характеристик от тех измерительных станций, которые, ну, как бы в рамках единой системы газоснабжения оценивают из одной системы в другую, когда переходят. Ну, и там из одной зоны ответственности в другую зону ответственности, когда переходят какие-то объемы. Ну, вот. То есть это просто газоизмерительная станция. Это компрессорная станция. Она не более ключевая, чем любая другая компрессорная станция. Ну, а уж, простите, рассматривать ее как ключевую точку поставки, потому что там считают, какой объем газа вышел с территории Украины, России и зашел на территорию Украины, чтобы потом проконтролировать, сколько газа выйдет с территории Украины. И что в этом ключевого? То есть, ну, из-за чего весь сыр-бор? А теперь, дорогие друзья, а где находится компрессорная станция Суджа? Вот наверняка многие из вас читали все эти сообщения о том, что компрессорная станция Суджа, вот украинские вот эти вот формирования, вот где она находится? Ну да, в Курской области, да, все правильно, да, в Курской области. Где? Примерно на расстоянии 600 метров от государственной границы. То есть, если вдруг вы незаконно пересекаете государственную границу Российской Федерации и двигаетесь вот в Курскую область, то вы невольно, просто вот даже если вам это не надо, пройдете мимо этой самой газоизмерительной станции. Если бы кто-то ставил своей целью, вот, ну, 600 метров до государственной границы, еще раз обращаю ваше внимание. То есть это, ну, люди вторглись, с позволения сказать. И с позволения сказать я не к слову вторглись, а к существительному, которое перед этим глаголом стоит. И они невольно как бы вот в зоне, так сказать, их вот влияния, я так обозначаю, вдруг кто-то не понимает, это кавычки вот так вот принято обозначать. Так вот, в зоне их влияния оказывается газоизмерительная станция. Сказать, что ради нее 600 метров проходили, но это немножко странно. Хорошо, прошли. Допустим, взяли под контроль. А дальше что? Где террористические вот эти вот заявления в стиле «А ну быстро сделайте то-то и то-то, а то». Знаете, как вот ну, в языках программирования. Если, то. Вот где вот если и где то после этого если. Нету. Нет, в принципе, если они зашли, взяли под контроль, чтобы «Газпром» больше денег за газ получал в четвертом квартале 2024 года, то в этом плане все получилось. Прям отличный контроль, прям молодцы. Прям вот даже если не взяли под контроль, а прошли мимо и пошли дальше, не дай бог тут что-то поломать, а такой вариант тоже возможен. Потому что, не дай бог, что-то поломается, ну нафиг, идем дальше, тут нас заругают. Ну вот, то все равно есть опасения со стороны Европейского Союза. Есть опасения, нет, не со стороны Европейского Союза, со стороны потребителей газа в Европейском Союзе опасения. Вот эта вся ситуация вызывает. И вызывает рост котировок, которые потом лягут в формулу цены, эти самые котировки, и приведут к увеличению средних цен на российский газ для европейских покупателей в четвертом квартале 2024 года. Если достаточно долго, вот, ну, как бы придерживать в нервном состоянии Европейский Союз, назовем это так, Европейский Союз, то хорошо, может и на первый квартал 2025 года хватит этого влияния. Вот так. То есть мы с вами сталкиваемся с ситуацией, когда вроде как поставляется примерно 1 миллиард, ну, чуть более 1 миллиарда кубических метров в месяц через эту самую газоизмерительную станцию Суджа. Сама по себе газоизмерительная станция, кроме измерения газа, обеспечивает давление, но после нее, еще раз подчеркну, есть несколько компрессорных станций по пути как бы следования этого самого газа в страны Европейского Союза. То есть ничем принципиально ГИС Суджа, кроме измерения объемов газа, не отличается от других компрессорных станций. Она не более ключевая точка поставок, чем любая другая компрессорная станция.
Большой привет всем, кто перепечатал Bloomberg. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, в свете происходящего с Ютубом, креатива нашей Государственной Думы по его замедлению, ограничению и ответным санкциям Ютуба, подписывайтесь на наш телеграм-канал «От греха подальше». Ссылка будет в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего, до свидания.